Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой новогодний камин с плазменным экраном. Для начала мы должны нарисовать сам камин, таким, каким мы хотим его видеть. Я вижу свой камин вот таким. Если вам понравился мой чертеж, то ставьте видео на паузу и по клеточкам перерисовывайте мой камин. Вот так он выглядит рядышком с куколкой. Вот такого он будет размера. В качестве плазменного экрана нашего будущего камина я буду использовать свой мобильный телефон, на который я предварительно скачала видео огня. Это видео для настоящих электрических каминов с плазменным экраном. Они могут быть любой продолжительностью. Мне понравился вот такой огонь. Здесь поленья по форме похожи на те, которые я буду заготавливать для нашего камина, треугольной формы. Если вы будете рисовать камин другой формы, то вы должны учесть главное правило. Телефон должен быть меньше, чем ваши стеночки, а экран вашего камина должен быть меньше, чем ваш экран с видео. После того, как вы окончательно определитесь со своим чертежом и нарисуете свой камин, я вам советую наклеить ваш листочек в клеточку на тоненький картон, чтобы было легче работать с детальками. Клеить я буду обычным клеем ПВА. Теперь мы ножничками должны вырезать две большие детали, две основные детали. Первая деталь у нас вот этот квадрат. Вот этот квадрат. Вот этот квадратик мы должны вырезать. А вторая деталька, вот эта, нижняя. Вот это. Здесь у меня пунктир. Мы вырезаем квадратик. А сверху уже потом наложим вот этот элемент. Вот эту детальку мы тоже вырезаем. Вот эти две детальки. Первая и вторая. Вырезаем ножничками. Вот наши две детальки. Теперь мы должны аккуратненько вырезать вот этот квадратик. Вырезать мы будем с помощью канцелярского ножа и линеечки. Кладем линеечку. И проводим линию. Так же само вырезаем все части. Вырезаем аккуратненько наш квадратик по клеточкам. Вот я аккуратненько вырезала квадратик. У нас теперь три вот такие детальки. Верхнюю детальку и нижнюю детальку мы выбрасывать не будем, пока отложим их. Будем работать вот с этими детальками. Вот я уже приготовила гофрокартон. Это листы большой коробки, которую я купила на почте. Берем нашу вот эту детальку, прикладываем ее на наш картон, обводим аккуратненько вот так. И делаем столько таких деталек, какой ширины вы хотите видеть верхнюю часть вашего камина. Вот я уже вырезала. У меня получилось 10 деталек. Вот такая ширина верхней части нашего камина меня вполне устраивает. Вырезала также я и внутри все квадратики. Все квадратики я вырезала также с помощью линейки и канцелярского ножа. Проводить можно чуть больше, чем есть на самом деле, чтобы вам было удобно. Когда вы делаете надрезы канцелярским ножом, тогда у вас нет заломов, и вы спокойно можете вот этот внутренний квадратик выломать. И у вас ровненькие получаются детальки. Это у нас 10 деталек. Для вот этой нижней части мы должны сделать в 2 раза больше. То есть 20 вот таких деталек мы должны сейчас вырезать с вами. Детальки укладывайте очень экономно. По 2 штучки. Вам так будет проще, вы под одну линейку сразу срежете низ 2 деталек. А потом вот так срежете все. Вот мои 20 деталек. Тоже я вырезала, видите. Теперь наша задача между собой все эти детальки склеить. Клеить я буду вот таким ПВА клеем. Вот я уже склеила наши две вот эти большие детальки. Если где-то
чуть выступает, то вот так вот ножом просто берем и спиливаем лишнее, подровняем. Вот я уже подровняла наши детальки со всех сторон. Теперь мы заклеим с вами вот это место, вот это и внутри. Я буду использовать вот такую коричневую глянцевую бумагу. Берем нашу детальку, ставим ровно вот так по краешку. Ровно по краешку и проводим линию. Вот наша линия. Мы должны сделать полосочку чуть больше, чтобы мы могли завернуть. Вот такую. Складываем бумагу. Ровненько по краешкам ориентируемся. Вот так. И сейчас по этой полосочке мы отрежем. Вот моя полосочка, сейчас я буду ее вклеивать. Начинать буду вот с этого уголка. Клеить я буду пистолетом, чтобы это было быстро. Беру полосочку и вставляю ее вот так аккуратненько по краешку. Там, где у нас поворот, мы ножничками оформляем угол. Вот так. И так далее. Обклеиваем полностью внутри наш каминчик. Вот я уже обклеила. Вот так с другой стороны завернула. Эту часть мы сейчас обклеим черной бумагой. Так же самое. Вот так. Тут только буквой П надо клеить. Низ я тоже обклеила уже. Сейчас мы сразу с вами замеряем, какой длины у нас будут дрова. Для этого я просто беру кусочек картона с задней стеночки и вот так вот линейкой сейчас замеряю, какой у нас глубины. Глубина у нас 5,5. 5,5, но это с учетом того, что пол сантиметра у нас идет на глубину. Значит, дровишки мы с вами сделаем 5,5 сантиметров. Делать дровишки я буду из деревянного штапика. Он как раз вот такой треугольной формы, как будто бы раскололи полено. Вот я с помощью линейки уже отмерила отрезочки по 5,5 сантиметров. Теперь я беру крышечку, беру пилку для ножовки и начинаю потихонечку отпиливать нужные кусочки. Вот мои дровишки. Я их уложила на бачок. Видите, вот эта вот округлая часть. Сейчас мы ее закрасим под дерево. Красить я буду обычной коричневой гуашью. Вот мои дровишки. Я их покрасила вот так. Пусть они у меня высыхают, я их отодвину, чтобы они мне не мешали. Кроме того, в декоре своего камина я буду использовать вот таких дракончиков. Они шли в наборе с куколками-подделками Monster High. Цвет меня не устраивает, я хочу, чтобы они были желтенькие, поэтому я закрашу их вот таким желтым лаком. Чтобы мне было удобнее работать, я возьму небольшой кусочек картона и за ножки немного приклею. Потом я оторву их, этих дракончиков, от картона. Вот я уже приклеила наших дракончиков. Теперь мне будет намного удобнее их покрасить. Вот мои дракончики. Я их уже покрасила желтым цветом. Сейчас немножечко лак высохнет, и я золотым лаком вот таким сделаю блики золотые. Черным лаком сделаю точечки, глазки. И красным лаком сделаю язычок дракончиком. Вот мои дракошки. Совсем другие, не такие, как были, более такие гламурные получились у нас. Все, я их тоже оставляю, пусть высыхают. Теперь берем нашу нижнюю заготовочку. Вот эту вот часть мы сейчас заклеим. Я беру пистолет, хорошо наношу клей наверх. Верх мы уже с вами зашлифовали, он более-менее ровненький. Я нанесла клей. Теперь я беру картон и ставлю на краешек
приклеиваю нашу заготовочку к картону. Вот так, вниз головой. Готово. Теперь я буду декорировать. Для декора я буду использовать вот такой фом EVA. Это как фоамиран, но он толще, похож на резину и замшу, что-то среднее между ними. Я буду декорировать. Вы можете обклеить цветной бумагой, можете распечатать принт в виде кирпичной кладки или каменной кладки, или же просто однотонной какой-то цветной бумагой обклейте. Я беру свою заготовочку, это у меня лицо, я кладу его вот так, и краешки проверяю, чтобы они захватили у меня бока. Когда я убедилась, что у меня все захватывается, я на лицевую часть наношу клей, прикладываю ровно на краешки и загибаю края. Вот я приклеила лицо. Сейчас я буду закрывать бока. Для этого я беру, поднимаю вверх, вот так, переворачиваю и карандашиком веду линию, вот так, веду линию, лишнее. То же самое с другой стороны, веду линию, вот так, вот она. Теперь по этой линии я разрезаю с двух сторон и приклеиваю бока, вот так. Теперь осталось заклеить верхушечку. Наносим клей и переворачиваем на дно, вот так, держим. Готово. Сейчас заклеим вот эти бока. Тут совсем немного надо клея, чуточку совсем. Лишнее сразу лучше убрать. Заклеиваем бока. Вот так. Готово. Сейчас мы вырежем вот это место, где у нас дрова. Готово. Тут, где отходит, тоже проклеим аккуратненько. Теперь заклеим верхнюю часть. Во-первых, мы берем и карандашиком обводим наш квадратик. Вот так. Это то, что мы должны вырезать. Теперь фиксируем вот так бочок. Вот так бочок. По низу мы ровненько ставим. Вот я дырочку вырезала с помощью ножа. Вынимаю наш квадратик. Примеряю. Все отлично. Приклеивать будем по лицу. Готово. Теперь делаем на уголках надрезы и заворачиваем верхушечку сюда и бочок вот так, наоборот, вот так. Теперь нам нужно с вами закрыть вот эту заднюю стеночку. Я беру квадратик, который мы с вами вырезали. Его теперь нужно немножечко уменьшить. Срезаю ножничками. Равняю по низу. Намазываю клеем. Так. И заклеиваю. Чтобы сзади у нас не выпадали наши дровишки. Так, готово.
Мы должны с вами сделать крышу, верхушечку нашу. Вот я уже вырезала 2 картоночки, 18 на 5,5. Вот так оно будет смотреться. Вот так, такая крыша. Она будет широкая, сюда можно будет еще положить гирлянду. Склеиваем между собой эти 2 картоночки. Готово, вот я их склеила. Теперь я беру вот такую папку, я ее уже использовала. Это папка-скоросшиватель с пластиковой обложечкой. Я из нее уже делала другие поделочки. Нам как раз хватит то, что здесь осталось. Я беру вот эту вот картоночку, обильно наношу на нее клей по краешкам. И приклеиваю вот так к нашему пластику. Теперь мне нужно будет это вырезать. Сейчас вот это вот краешки мы замаскируем с помощью тесемочки. Для начала мы отрезаем краешек, зажигалочкой обрабатываем, чтобы она у нас не посыпалась. И начинаем потихонечку вот так по кругу приклеивать. Так, немного клея. Смотрим, где у нас лицо. По вот этому верхнему краешку мы начинаем приклеивать по кругу нашу ленточку. Крыша готова. Сейчас будем делать с вами дверь. Я опять беру эту папку пластиковую. Вот наша дверка. Вот мы ее отсюда вырезали. Вот тут она у нас будет стоять. Вот так она у нас будет открываться. Вот я сейчас обведу квадратик. Это наша дверка. Теперь я вырежу вот эту внутреннюю часть. Тоже обведу. Готово. Вот я взяла кусочек пластика прозрачного. Вырезала его из кукольной коробки, из упаковочки. Сейчас мы на наш пластик по краешку нанесем немного клея. И приклеим сверху наш пластик. Скользкая. Так, приклеиваем наш пластик сверху. Так, готово. Лишнее обрезаем сразу. Вот она наша такая дверка прозрачная. Сейчас нужно нам приделать ручку. У меня есть вот такой магнитный конструктор маленький. Вот такая штучечка. Как раз мне подходит вместо ручки. Можно оставить желтой, но я покрашу черным лаком. Для начала нам нужно ее приклеить ровно посерединочке нашей вот этой вот дверки. Готово. Сейчас мы сразу закрасим черным лаком и оставим, чтобы оно высохло. Тем временем будем делать с вами навесы, для того, чтобы у нас открывалась и закрывалась наша дверка. Переходим к навесам. Я беру 2 кусочка фома, беру шпажку деревянную и соломку для коктейля. Для начала я беру, складываю фом пополам, кладу посередине трубочку, намазываю клеем и вместе с трубочкой складываю пополам. Вот так. Так, отлично. То же самое проделаю со вторым кусочком. Готово. Теперь отрезаем вместе с трубочкой наши навесики
И на одной штучке мы вырезаем серединку. Аккуратненько перерезаем трубочку. Вырезаем ее. Вот так. Вот такой навесик. Теперь мы берем нашу вторую половинку. Карандашиком мы должны отметить то место, которое мы с вами вырезали. Вот оно. И теперь мы должны вырезать наоборот. Вырезаем краешки. Вот так. Вот такой у нас получился навесик. Нам осталось вставить в него нашу шпажку. Теперь нам нужно обрезать наши навесики вместе со шпажкой. Вот так. Такие у меня получились навесики. Я их обрезала, чтобы они были аккуратненькие. Сейчас нам нужно поставить здесь небольшие заглушечки, чтобы у нас наша палочка не ездила. И подождать, пока клей застынет. На эту половиночку наносим клей на одну часть навесика. И вклеиваем вот так. Держим, пока не застынет. Примеряем дверку. То, что лишнее, мы должны обрезать. Ненужная желтенькая. Наносим клей вот сюда. И сюда. И приклеиваем нашу дверь. Держим, пока не застынет. Теперь я вырезала вот такой элемент, который мы с вами планировали вот тут. Его место будет здесь. Теперь я вооружаюсь вот такой вот палочкой деревянной. Беру наш первоначальный чертеж, который мы с вами планировали. И по этому фому я начинаю палочкой выдавливать элементы. Видите? Сейчас я выдавлю вот эти вот гербы Monster High. Сделаю вот такие кирпичики. И здесь, как мы и планировали, сделаю черепок. Здесь тоже будет у меня ровненько, а здесь будут кирпичики. Я уже сделала, выдавила, видите? И тут приклеила элементы, тоже сделала немножечко кирпичиков. Сейчас мы приклеим вот эту часть сюда, вот так. Наносим клей на нижнюю часть обильно. И ставим посерединочке. Сзади оставляем место для телефона. Вот так. И приклеиваем крышу. Теперь я отрезаю вот такую полосочку широкую фоамирана. Беру пистолет, наношу клей с краешку вот здесь и приклеиваю полосочку. Жду, пока остынет, и приклеиваю с другой стороны. Вот я вставила в эту резиночку свой телефон. Вот это у меня кнопочка включения. Я включаю, захожу через дверку, снимаю блок и включаю наш огонь. Сейчас приклеим дно. Вот я уже вырезала дно из пластика. Оно чуть больше, чем вся наша эта конструкция. Клеем мажем мы вот тут, снизу. И вот тут. Ставим аккуратненько посерединке. Держим.
наши чудики. Вот я их оторвала. Одного, второго от картона. И сейчас мы их приклеим сверху на наш камин. Вот так по краешкам они будут у меня стоять. Наношу клей на лапки. Не слишком много. Так. И ставлю вот так. Вот так. Сейчас второго приклею сюда. Вот я вырезала две вот такие детальки. Вот так вот сложила. Это красный флис. Вот я беру красную вот такую ленточку. Отрезаю небольшой вот такой кусочек. Делаем петелечку. Вот такую. Отрезаю. Между собой склеиваю эту петелечку. Так. И посерединочке я сейчас приклею ее. Посерединочке нашего сапожка. Вот сюда. Вот так. Теперь я наношу немного клея по контуру. Так. И аккуратненько накрываю второй половинкой. То же самое я делаю и со вторым башмачком. Вот у меня полосочка белого флиса. Я сейчас ее тоже приклею. Вот так. И второй тоже сапожок оформлю таким образом.